Всем привет, с вами Владислав. Сейчас я нахожусь возле одного из популярных магазинов секонд-хенда в Японии Book Off. Здесь можно найти сотни, а то и тысячи различных томов манги. Давайте же узнаем, почему японцы любят этот магазин и почему он такой популярный. Буков– это одна из самых известных сетей магазинов Японии, где можно найти все. Подержанные книги, игры, фильмы, технику и, конечно же, мангу. Такие магазины есть почти в каждом городе, и в каждом просто горы манги. Серьезно, тут ее столько, что глаза разбегаются. Все работает по принципу ресейла. Кто-то принес свои вещи, магазин их принимает и потом продает дешевле, чем в обычных магазинах. Больше всего, конечно, внимание привлекает манга. Некоторые тома стоят буквально 100 йен. Это меньше $1. При этом состояние как у новой. Чистые обложки, белые страницы, никакой пыли и надрывов. Иногда вообще не верится, что это подержанная книга. Все аккуратно разложено по жанрам, авторам и названиям. Если хочешь сразу собрать всю серию, можно взять готовый набор. Атмосфера здесь спокойная, никто не торопит. Можно встать у полки, полистать, выбрать. Это не просто магазин, это реально место, где хочется зависнуть, особенно если ты фанат японской культуры или просто любишь мангу. Кстати, здесь вот такой отдел нашел, это распродажа. Здесь манга продается по 110, по 220 йен. Давайте, допустим, вот эту возьмем книжечку. Кимино Нава, твое имя. Когда это аниме вышло, я не помню сколько лет назад, наверное, 5-6 лет, если не больше. Это стоит эта книжечка всего лишь 100 йен. Кстати, давайте посмотрим по качеству, по состоянию книги. Вот, допустим, бестселлер 2017 года на первом месте. Название, конечно, такое себе. Я хочу сесть в свою поджелудочную железу. Не знаю, почему так называется. Но стоит она 110 йен. Состояние просто отличное. Смотрите. Нету никаких помятых страничек, никаких надписей, карандашей и так далее. Просто идеальная книжка. За такую цену дешевую. Так как мангу читают люди всех возрастов, жанров у нее много. Сейчас я расскажу про основные, чтобы было легче ориентироваться. Начнем с самого популярного – шонэн, манга для мальчиков. Это манга, в которой главный герой, чаще всего парень, который растет, прокачивает свои скиллы и с кем-то сражается. Здесь дружба, битвы, испытания, всякие суперспособности, турниры, все, что мы любим. Например, Наруто, One Piece, Jujutsu Kaisen. Далее манга для девочек, который называется шоджо. Здесь уже про любовь, эмоции, школу, отношения. Главная героиня обычно милая школьница, которая в кого-то влюбляется, переживает, растет как личность. Все нарисовано красиво, с нежной стилистикой и акцентом на чувства. Примеры такой манги: Sailor Moon, Fruits Basket, Nana. Следующая – это манга для взрослых мужчин, называется она Seinen. Здесь уже и темы другие. Мораль, одиночество, политика, философия. Больше жести, больше драмы, больше размышлений. Это не просто подрался и пошел дальше, тут уже глубже. Примеры такой манги: Берсерк, Токийский гуль, Монстр. Далее у нас идет жанр для взрослых девушек, называется он Josei. Тут меньше школьных драм и больше реальной жизни. Работа, отношения, взрослые проблемы. Все подано реалистично, иногда даже слишком жизненно. Примеры: Paradise Kiss, Honey and Clover, Usagi Drop. Последний жанр манги – это манга для детей, Кодомо. Здесь все просто, ярко и понятно. Часто обучающее, доброе, с понятными моральными уроками. Детям в Японии такое покупают с самого раннего возраста. Примеры такой манги: Дураймон, Покемон, либо Анпанман. Вот такие вот есть жанры. Когда заходишь в Буков, все это можно сразу увидеть по обложкам, названиям, расположению. Удобно, когда знаешь, где искать свое. Вообще манга — это уже часть японской культуры, потому что ее читают все.
от школьников до офисных работников. Читают мангу японцы где угодно. В поездах, в кафешках, на улице, дома, на работе. Встретить японца, читающего мангу, можно где угодно. Кстати, сейчас хочу сказать несколько фактов про мангу. Первое. Самая продаваемая манга всех времен была, конечно же, One Piece. Было продано более 500 миллионов копий по всему миру. Второе. Ежегодно в Японии выпускается более 10 тысяч новых томов манги. Третье. Мангу часто адаптируют в различные фильмы, игры, дорамы и так далее. Манга в Японии – это не просто хобби, а часть повседневной жизни. И что интересно, никто не считает это чем-то детским или несерьезным. Здесь можно легко найти истории про будни врачей, жизнь в офисе, семейные драмы или даже про то, как открыть свое кафе. Манга часто берет за основу реальные жизненные ситуации. И именно поэтому многим она так близка. Кстати, нашел тоже популярную мангу и аниме «Атака титанов». Тоже очень классная. Так, ну, эта книжечка тоже стоит 110 йен всего лишь. Spy Family тоже. Семья шпионов. Тоже популярная манга. Пишите в комментах, кто читал. Кстати, в данном магазине продается не только манга. Здесь можно найти огромное количество и других книг, включая учебники. Для иностранцев здесь есть учебники для изучения японского языка, включая подготовку к экзамену JLPT, различные сборники канзи, грамматика, аудирование. И все это по цене в 2-3 раза ниже, чем в обычных магазинах. Для японцев тут полно школьных и вузовских учебников по математике, истории, литературе, биологии. Есть пособия для подготовки к экзаменам в старшую школу и университет. Часто встречаются тетради с заданиями, книги по английскому и даже материалы по японскому обществу, экономике и праву. Кроме этого, здесь есть художественная литература, японская классика, современные авторы вроде Харуки Мураками. Иногда попадаются даже зарубежные книги на японском, например, Гарри Поттер. В крупных городах, кстати, можно найти и книги на английском. Ну и, конечно же, здесь много справочников, путеводителей, книг по культуре, традициям, кулинарии и так далее. Бывает даже самоучители по китайскому, корейскому и другим языкам. Так что магазин Буков — это не просто магазин, а реальное место, где можно найти все. От комиксов до серьезной учебной литературы. Да, еще один момент. В большинстве буков есть так называемый взрослый раздел. Там продаются манго и журналы для взрослой аудитории 18+. И это абсолютно обычная часть японской книжной культуры. В Японии к таким изданиям относятся спокойно. Никто особо не прячет, не делает из этого табу. Все аккуратно разложено по полкам, как и любая другая литература. В общем, я побродил по всему магазину, посмотрел все отделы, посмотрел практически всю мангу, наверное. Было интересно. Я думаю, здесь можно просто находиться часами, читать различные мангу, ну и проводить так вот тихо и спокойно время. Ну и, конечно же, по такому случаю, пока я здесь, не могу уехать с пустыми руками отсюда. Вот взял такую вот мангу себе. Называется она Кенкаку Шоубай. Переводится это как промысел мечника, либо дело мечника, что-то такое. Вот, я решил взять вот эту книжку, потому что это история про самурая, какое-то приключение. Но вы сами знаете, самураев я очень люблю. Единственное, что эта книжка стоит не 110 йен, а 550 йен. Ну, я думаю, будет интересно, поэтому не жалко заплатить и 550 йен за нее. Получился такой вот обзор данного магазина. Все сами видели. Книжки хоть и не новые, но выглядят они как новые. Вот, и стоят дешево. Поэтому, если будете в данном магазине, обязательно заходите в Буков, покупайте здесь мангу и читайте на здоровье. Всем спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Увидимся в новых видео. Всем пока!